Привет, друг! Ты на канале Joy Centers, а меня зовут Олег Легаси. Сегодня ты создашь шейдер CodeRain в анрильных материалах. Загляни в описание, там будет лежать архив с ништяками для этого урока. Содержимое архива закинь в папку «Контент» своего проекта. В архиве будут лежать текстура с рандомными буквами и цифрами, трехканальная маска с градиентом, линией и квадратами, текстура с градиентным нойзом, маленькая текстура со скругленным квадратом. А самое вкусное — это материал-функция. Внутри этой функции лежит рандомизатор столбцов. Первая часть, градиент, создана для того, чтобы сгенерить вертикальные полосы от черного к белому заданным шагом. Вторая часть, рандом, дает каждой полоске рандомное значение от 0 до единицы. Рандомайзер был придуман не мной, а взят с сайта Stack Overflow и переведен в Unreal. Рандом я подключил к Lerp и Multiply для того, чтобы регулировать размер текстуры. Рандом также подключен к Multiply, Append и Pioneer. Эта конструкция будет рандомизировать скорость смещения текстуры вверх или вниз. Я понимаю, что все это довольно сложно, потому что прошел через все это сам, поэтому я подготовил эту функцию. Если тебе интересно, можешь сам покопаться в ней или пересобрать самостоятельно. Теперь, когда все импортировано в проект, давай создавать материал матрицы. Нажми PKM в контент-браузере и создай материал. Дай ему приличное имя. Сразу создай инстанс этого материала и назначь его на plane или бокс в сцене. Открой материал и помести в него все текстуры. Сейчас мы будем работать над текстурами из рандомных чисел и трехканальной маской. Остальное можешь отодвинуть. Из контент-браузера достань импортированную материал-функцию. Подключи к ней ноду текстур координат. Она проецирует текстуру и искажение на UV объекта. Подключи скаляр-параметр с именем lines в pinLines и дай ему значение 85. Значение 85 соответствует количеству столбиков в моей текстуре. Также подключи еще один скаляр-параметр и дай ему имя speed_L1 со значением -0,5. Параметр этот отвечает за скорость смещения текстуры. Подключи материал-функцию к трехканальной маске. Сейчас мы настроили наше рандомное смещение текстуры. Теперь же настроим цвет. Создай две ноды Multiply и два скаляр-параметра. Первый назови Power Symbol L1, второй назови Power Gradient L1. Red канал текстуры перемножь с Power Gradient, а Green канал с Power Symbol. Power Symbol присвой Default Value 2, а Power Gradient 1. Создай еще две ноды Multiply, соедини их с каким-нибудь каналом числовой текстуры и подсоедини к прошлым мультиплаям. Создай еще две ноды умножения, соедини их с прошлыми и создай два вектор-параметра. Первый назови Color Symbol и подсоедини к ветке Symbol. Второй назови Color Gradient и соедини с веткой Gradient. Дай им какие-нибудь цвета. Соедини две ветки при помощи ноды Add и подключи их в Emissive Color. Для контроля размера текстур рядом с TextCord создай ноду Multiply и соедини ее с TextCord Material функцией и UV с знаковой текстуры. Создай скаляр-параметр, который будет отвечать за размер текстур. Назови его Scale1 со значением 1. Создай еще одну ноду умножения. Перемножь line со Scale L1 и подключи результат в pinLines Material функции. Выдели все ноды до умножения с цветом и нажми кнопку C. Это создаст коммент. Откомментируй эти ноды как line1. Это нужно для удобства чтения твоего шейдера. Выдели все скаляр-параметры с постфиксом L1 и создай для них группу line1. Выдели все ноды в комменте line1 и скопируй их два раза. Переименуй эти скопированные комменты как line2 и line3. Соедини TextCord с пустыми значениями мультиплаев новых нод. В комменте line2 переименуй все скаляр-параметры с постфиксом L1 и дай им постфикс L2. Выдели параметры L2 и помести их в группу line2. Проделай все то же самое для коммента line3, только L1 меняй на L3, а группу назови line3. Теперь создай две ноды Add и соедини ветку Gradient Line1 с веткой Gradient Line2. Также соедини ветку Symbol Line1 с Symbol Line2. Создай еще две ноды Add и соедини Line2 с Line3. Последние ноды сложения подключи к мультиплаям с цветами. Выставь разные значения у Scale L2 и L3. Теперь у тебя есть различные по размеру линии символов. Основной эффект мы создали, теперь добавим background. Из текстуры со знаками выведи красный канал, хотя в данном случае можешь выводить любой, кроме альфы. Создай Lerp и вектор-параметр с именем BGColor. После создай скаляр-параметр и назови его BGMulti. Перемножь BGColor и BGMulti. После выбери цвет и множитель. К пину альфа у ноды Lerp подключи маску, созданную из текстуры, а к пину B подключи Multiply. Создай еще один Lerp, он понадобится дальше.
Закомментируй эту конструкцию, назови BG_add_color. К новому лерпу в пин B подключи лерп из BG_add_color, а к пину A сложение из древа с линиями. Теперь создадим маску из текстуры Gradient Noise. Скопируй 2 раза текстуру и создай текст-корд, 2 мультиплая и 2 паннера. К мультиплаям создай 2 скаляра, нажав на кнопку 1, и задай им разные значения. У одного паннера выставь speed y в диапазоне от 0 до 0.2. У второго также измени speed y в таком же диапазоне. Перемножь red каналы текстур. Это нужно для создания рандомизации в маске. Создай lerp и 2 скаляр параметра. Один назови bg_min, второй bg_max. Min соедини с пином A, а max соедини с пином B. Default value у bg_min оставь 0, а у bg_max поставь единицу. Эта конструкция позволит нам инвертировать маску в случае надобности. Теперь для bg_min и max назначь группу bg_color. Создай новую ноду power и соедини с lerp. Создай скаляр параметр и назови его power_bg. Группируй его в bg_color и соедини с power. Power подключи в альфа-канал lerp, который был создан перед этой маской. Проверь, что все параметры с префиксом bg лежат в группе bg_color. Соедини lerp с пином emissive_color и оценивай результат. Создадим на материале дополнительный паттерн из точек. Копируй текстуру с трехканальной маской, создай вектор-параметр с именем dotsColor и перемножь его с синим каналом текстуры. Нажми правой кнопкой на Multiply и выбери Start Preview Node, чтобы видеть, что мы делаем с этой частью шейдера. За текстурой создай ноду Multiply и скаляр-параметр, назови его dotscale. Создай ноду сложения и перемножь ее с dotscale. Вызови TextCord и соедини ее со сложением. Теперь для красоты эффекта создадим самописную конструкцию паннера. Подключи ко второму значению сложения ноду Multiply. Вызови ноду Append, она будет складывать 2 скаляра в вектор. Затем вызови 2 скаляра со значениями 0 и 1 и подключи их к Append. Это будет смещать наш паттерн по оси V в координатах UV. Теперь спавни ноду Time и перемножь ее на скаляр параметр с именем dotspeed. Эта конструкция будет управлять скоростью смещения нашей текстуры. Дальше создадим конструкцию, которая будет смещать текстуру не плавно, а рывками. Спавни ноду Multiply, Floor, Divide и скаляр параметр с именем dotsJump. Перемножь конструкцию скорости смещения и dotsJump. После этот скаляр подсоедини к Divide и перемножь всю конструкцию с Append. Default value у dotspeed выставь на 0.25, а у dotsJump на 50. Подключи всю созданную конструкцию к UV текстуры. Сейчас ты можешь увидеть пример того, как dotsJump меняет анимацию. При значении 200 все плавно, а вот при 25 достаточно грубые рывки. Все параметры с префиксом dotsJump помести в группу dots. Закомментируй этот блок как dots и сложи его с общим результатом, и выключи Preview Node, чтобы увидеть весь материал. Остался последний штрих. Создадим имитацию экрана. Возьми последнюю текстуру и перемножь ее с вектор-параметром, назови его tvColor. Включи для Multiply Preview Node, и можно заметить, что подключение RGB канала создает артефакты, поэтому лучше подключать только один канал к Multiply. Создай Multiply, TextCord и скаляр-параметр с именем tv.scale и Default Value 200. Перемножь скаляр с TextCord и подключи в UVs. Перемножь результат, который шел в Emissive Color и Red канал текстуры. Это нужно для того, чтобы отработала маска поверх всего нашего материала. Теперь сложи Multiply, который мы только что создали, и Multiply текстуры и цвета, а результат помещай в Emissive Color. Останови превью и отредактируй цвет у tvColor. Все параметры с префиксом tv положи в группу tv и откомментируй конструкцию как tv. Создай 2 скаляр-параметра для roughness и specular, обычный скаляр со значением 0 для металлика и вектор-параметр для base color. Помести новые ноды в группу base material parameter. Соедини эти ноды в соответствии с пинами в материале, сохраняй материал. Поздравляю тебя! Материал наконец-то готов. Теперь открой Material Instance, который был создан в начале. Выставь параметры по своему вкусу. Или можешь поставить на паузу и скопировать мои значения. Теперь из плейнов можно быстро накидать локацию. Для отскейленных объектов создай Instance Material из готового инстанса. Так все настройки из первого инстанса сохранятся для второго. При такой системе, как была создана в уроке, чем выше scale, тем меньше текстура объекта. Поэтому внутри этого инстанса все параметры, которые отвечали за scale текстур, я умножил на 4, так как мой плейн был увеличен в 4 раза. В конце я еще немного поправил настройки в первом инстансе.
Как последний штрих я создал еще один простенький материал со свечением и откопировал плейны и назначил им новый материал. Ребята, спасибо за просмотр и комментарии. Я все читаю и принимаю к сведению. Мне нравится, что я рассказываю что-то новое вам, а вы своими подсказками и замечаниями помогаете развиваться мне. Чтобы пообщаться со мной и другими ребятами, которые также варятся в CG, пишите в наш телеграм-чат. Ссылка на него оставим в описании ролика. Всем классных проектов. Пока, ребята!